Всем привет! Давно хотела поделиться с вами классной идеей из обычных втулок. Поделка очень простая и при этом очень эффектно выглядит. И можно ее по-разному сделать. Прям такой простор для творчества. И нужны нам всего лишь вот такие вот картонные втулки. Может быть, от бумажных полотенец, от туалетной бумаги, от фольги, от чего угодно. Нарезаем вот такие вот полосочки шириной около сантиметра полутора. Чем больше вот таких вот втулок, тем лучше. Я видела огромное панно. Ну, у меня, к сожалению, пока я насобираю такое количество втулок, я уже сгорю от нетерпения. Поэтому покажу вам такой небольшой вариант из них. Делается очень быстро, просто, а выглядит очень эффектно. И еще решает одну очень такую важную проблемку. Вот смотрите, какая красота. Я сделала буквально за полчаса. У меня там на стене есть небольшие пятнышки и трещины. Вы их видите? И я не вижу. А они есть. Вот, так что вот такая штука, она помимо декоративного такого эффекта необычного, еще и решает вопросы с маскировкой каких-то таких мелких неприятностей на стенах. Я сделала небольшое такое панно, а можно насобирать этих втулок побольше и сделать прям огромное. Огромное, красивое над кроватью. Я видела, прям просто супер вообще. Вот сейчас вам покажу, как просто это все делается и легко. И быстро, самое главное. Собирайте элементы в виде цветочков или листиков, вот то, что вам нравится. Сложили вот так вот, посмотрели красиво и приклеили. Я приклеиваю горячим клеем, можно каким-нибудь быстрым суперклеем, можно вообще, в принципе, узким скотчем вот эти места обмотать, тогда будет эта конструкция еще более крепкая. Вот так вот приклеили. Посмотрели, можно еще усложнить. Прикольно, когда вот эти втулки разного диаметра, тогда более интересные еще рисунки получаются. Можно разрезать втулки, скручивать их в жгутики, приклеивать жгутики. То есть это как такой, если я не ошибаюсь, квиллинг, по-моему, называется техника это. Вот. То есть комбинируйте как хотите. Сложные элементы, простые элементы, одинаковые или разные. Тут, в принципе, не имеет значения. Можно комбинировать как нравится. Ну, вот, к примеру, вот такой цветочек. Клея не жалейте, чтобы это все хорошо было надежно зафиксировано. Если вы хотите это все дело покрасить, и у вас нет аэрозольной краски в баллончике, тогда лучше сначала покрасить втулки в тот цвет, который вам нравится, любой краской. Гуашь, акрил, ну, только разве что акварель, наверное, будет слишком прозрачная. Покрасили втулки, а потом уже порезали. Так вам будет просто быстрее это все окрасить. Но я буду использовать аэрозольный баллончик, поэтому потом в конце это все покрашу клеем. Можно вообще, в принципе, коричневый оставить, тоже в этом ничего такого нет. Единственное, вот у меня, вот видите, такая цветная была втулка из-под фольги. Можно было, в принципе, снять верхний слой. Ну, я его закрашу, поэтому ничего страшного. Можно добавлять, кстати, еще бусинки, всякие пайетки. Ну, как же без этого, я люблю всякие блестящие штучки. Можно вот так вот, кстати, загнуть. Вот, все очень быстро, просто, прикольная поделка. И выглядит интересно и стильно. Я даже не побоюсь этого слова. Мне очень нравится. Ну, вот так, например. Сейчас покажу, как смотрятся разного диаметра колечки. Вот
Например, взяла от фольги в серединку, склеила, а потом добавила вот таких больших. Можно еще взять, знаете, втулки от ткани или кожи такие длинные и порезать их ножом. Они будут жесткие, вряд ли вы их согнете, хотя можно, в принципе. И можно просто кругляшки такие, вот кружочки тоже сделать, будет отлично вообще. Можно даже перегородку сделать в комнате, если много таких втулок взять. Вот я сейчас покрашу аэрозольной краской это все быстренько. Вот они получаются золотые. Ну и пайеток у меня просто горы остались. Поэтому их нужно как-то куда-то девать. Ну, я их люблю, в принципе, поэтому я вот так вот в хаотичном порядке немного наклею, чтобы они ловили свет и переливались. Будет еще более интересно смотреться. Их очень легко приклеить. Капнули клей и положили пайеточку. Вот таким образом добавляем. Можно много их наклеить, можно чуть-чуть. Блеском, я думаю, такую вещь не испортишь. Хотя я видела огромную такую вот над кроватью черного цвета. Очень классно смотрится, вообще просто супер. Мне очень понравилось. Если я насобираю еще втулок, пожалуй, сделаю такое панно на стену своими руками. Они еще, кстати, на метраж продаются, такие пайетки, или просто в баночках. В магазинчиках Fix Price, там всякая мелочевка и не копеечные. Когда вы уже закончили, сложите это все на пол в той конструкции, в той последовательности, которая вам нужна. Посмотрите, если вам все нравится, тогда приклеивайте постепенно элемент к элементу. И вот оно получается очень даже так стильно, интересно, и даже непонятно, что это сделано из втулок картонных. Вообще отлично. Еще я видела такую штуку из ПВХ труб. Но там, конечно, их сложнее нарезать. Они были разного диаметра. И была сделана такая, как ширма, перегородка. Вообще просто космически выглядит. Мне очень нравится. Я вообще люблю такие вещи всякие. Кружевные, сложные, интересные. Но здесь, я же говорю, вообще ничего сложного. Очень быстро. И если у вас много этих втулок, то можно столько красоты наделать. Кстати, можно еще делать рамки для зеркал, для картин. То есть, в принципе, тут полет фантазии бесконечный. Вот такая вот красота. Друзья, спасибо вам огромное за просмотр, за комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех благодарю.